Всем привет! Долго-долго я думала, какую бы сделать хлебницу для того, чтобы было удобно и хлебу, и мне. И решила сделать такую вот прямоугольную, с такой крышкой и со скошенным краем. Она очень удобна в использовании и отлично стоит у меня на полке. Я взяла донышко ДВП, можно сделать и фанеру или просто сплести. Тут не имеет роли никакой. Я взяла на двойных стойках, прикрепила их строительным степлером, как обычно мы это делали. Если кто-то не знает, как это делать, у меня есть другие ролики, я ссылочку дам. Первые два ряда я плету веревочку из 3. Если кто-то не знает, как плести веревочки, у меня есть плейлист для новичков. Смотрите, там уроки подробные есть. Также у нас есть онлайн-школа, если кому-то надо, пишите в комментариях или в любой соцсети. А мы продолжаем. Как я и сказала, проплетаю веревочку из 3 первые 2 ряда. Форму, как видите, я взяла все, что было под рукой, скажем так. Тут у меня и коробки, и конструктор, и все, что нашлось. Аккуратно проплетаем. Стойки я взяла двойные. Также могут красиво смотреться и тройные, и одинарные. Стоечки у нас обязательно сухие. Но когда вы их, если степлером строительным крепите, как у меня, значит в местах, где они сгибаются, они у вас должны быть слегка увлажнены. Иначе они могут потрескаться. Проплетаем дальше. Пока я плету, расскажу цвет. Скорее всего, что вы будете в комментариях спрашивать, что это за цвет и как я его сделала. Это цвет бежевый, скажем так, или топленое молоко, я не знаю, как его правильно назвать, он что-то между и этим, и этим. Я взяла бежевый колер, взяла водичку, разбавила слегка, скажем так, много колера я туда не добавляла, там совсем немножко, это будете смотреть уже по концентрации. Также я туда добавила желтого колера, совсем капелюшечку. И еще добавила белую эмаль. Белую эмаль я добавляю, я уже это говорила и не раз, особенно в прямых эфирах. Это для того, чтобы наш цвет потом со временем не желтел. Заканчиваем веревочку из 3. Еще раз говорю, кто не знает, как плести веревочки или ситец, обращайтесь к моим урокам плейлист для новичков. Проплетаем второй ряд. Так, рассказала про цвет. Стоечки у нас сухие, трубочки обработанные. Как обрабатывать трубочки? У меня также есть на канале несколько роликов. Смотрите там. Еще раз по покраске. Я сейчас краску свою с колером и эмалью я не добавляю лак. Независимо, есть там эмаль или нету, я крашу в данный момент только колер плюс вода. Насчет покраски рук я уже рассказывала на прямом эфире и не только, смотрите другие ролики. Я это все уже рассказывала неоднократно. Так, теперь мы плетем ситцевое плетение. Я сделала свою хлебницу 28 на 26 размер донышка, но это четко под мои габариты, мне так удобно для моей полки. Вы смотрите сами, какие вам нужны. Здесь узора нет, ситцевое плетение обычное, поэтому не принципиальное количество стоек, то ли четное, то ли нечетное. Поэтому я плету, у меня получилось нечетное, я обрезаю лишние свои все трубочки, как вы видите, я проплела один ряд и вижу, что у меня нечетное количество стоек. Я даже и не знала, какое оно. Я просто их прикрепила степлером и забыла, скажем так. Так как на ситцевом плетении абсолютно без разницы, какое количество стоек. Если у вас четное, вы будете плести вдогонку. Если у вас нечетное, вы будете плести, как я, одной трубочкой.
Проплетаем определенную высоту. У меня эта высота 10 сантиметров передняя у меня, а сзади у меня 17 сантиметров. Вот она у меня перед, я обозначила. И теперь будем делать укороченные ряды. Укороченные ряды делаю на каждом ряду, не пропуская. Проплетаем на другую сторону. Там делаем такой же разворот на второй стойке, чтобы был плавный сход. И так мы делаем на каждой стойке до самого конца, до самого верха. Каждую стойку мы укорачиваем и идем до самого верха. Если вы возьмете, как я, впереди 10 сантиметров, 10-11, значит у вас, в принципе, примерно должно получиться тоже где-то сзади 17 сантиметров высотой. Так что смотрите. Когда я закончила с ситцевым плетением, укоротила все рядочки, я теперь подставляю свою веревочку из 3, добавляю трубочки и плету по кругу веревочку из 3. Если у вас не получаются углы, добавляйте шпажки по углам. Вам будет легче плести. Углы должны быть четкими. Какая у вас будет форма, такой будет у вас и плетение, если вы плетете по форме. Теперь мы проплетаем боковые стеночки своей веревочкой из 3. Я проплела 2 ряда веревочки из 3, и потом в конце я буду делать загибку разгону. Показывать я ее уже не буду, потому что показывала ее неоднократно. Я дам на нее ссылки. После того, как мы проплетаем один ряд, это не только этого изделия касается, но и других. Если вам надо заканчивать, у вас двойные стойки, обрезайте их между рядами. Вот смотрите, сейчас я проплету один ряд веревочки из 3, я обрежу стойки, так как они у меня вверху коротковатые. Сейчас закончим ряд. У меня верхних стоек не хватает, я имею в виду на задней стенке, не хватает высоты для загибки, поэтому я их просто обрежу. Нижние у меня длинные, а вверху, соответственно, короткие. Я их обрезаю. Сейчас я пока обрежу по одной. После я обрежу полностью все. Все, что я посчитала короткими, я обрезала. И заместо них я добавляю уже увлажненные специально для загибки стоечки. И сразу их проплетаю еще одним рядом веревочки из 3. Это о том, о чем я говорила, чтобы наши пенечки спрятались между рядками. Если вам не нужно обрезать ничего, так как вот у меня внизу, значит вы просто эти стоечки можете увлажнить под краном водичкой аккуратно, или с леечки, или прям под краном, и плести ими дальше. После того, как мы сплели нашу веревочку из 3, вот такая вот штука у нас получилась. Так, загибку я показывать не буду, она у меня есть на канале, ссылочку я даю. Теперь смотрите, крышка. Плетем, как обычное прямоугольное донышко, только с одной стороны мы не делаем стойки. Вот эти двойные у меня вот стоечки с правой стороны, там внутри у меня 2 проволочки.
Я прям внутрь, прям в трубочку загнала проволоку для того, чтобы оно было жестко. В нужных местах мы укорачиваем рядочки наши и получаем вот такую вот картинку. Когда мы ее проплетаем, мы по кругу делаем еще, если вам это нужно, конечно, если вы сделали, как и я, покороче немножко вот это плетение. Теперь мы по кругу оплетаем веревочку из 3, прямую и обратную. Примеряем нашу крышку на изделие. Смотрим, чтобы было все четко. И после этого я просто загибаю стойку за стойку. Я не стала делать тут никакой загибки, а просто загнула стоечку за стоечку. Вот таким вот образом. Я думаю, что крышка села идеально. Меня вполне устраивает. Теперь мы берем наши, я беру ременные такие шурупчики. Опять забыла, как они называются. Винты, ременные винты. И прикручиваю у меня в данном случае эко-кожа. Здесь я показываю, как я прогрунтовала свое изделие, резиночками его примотала крышечку, чтобы оно придало форму свою, которую ей нужно, и высохла на изделии. Крышка высыхает вместе с изделием. Здесь вот видно, как я прикручиваю. И на этом, в принципе, все. Вот она уже стоит на своем месте. Наша хлебница. Меня такое расположение вполне устраивает. Надеюсь, что, может быть, кому-то пригодится эта идея. И вот такая вот красавица у нас получилась. Не знаю, как вам, а мне она очень нравится. И в эксплуатации она тоже очень классная, скажем так. А вы подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем творческих успехов, увидимся в новых роликах и не забывайте писать комментарии. Делитесь роликом в соцсетях, я буду очень благодарна всем за это.